Еркин Татишев! Встречай на сцене Еркин Татишев! Алло. Раз, два, три. Проверяю просто связь. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, шамаловцы. Мурат отлично рассказал наш короткий Акусто групп. Я, наверное, чуть-чуть с другого подхода подойду, чтобы мы не повторялись. Но я тоже не буду очень долг, постараюсь короче. Долгий день, все устали, все понимаю, поэтому постараюсь вам что-то поделиться. И больше 15 лет назад я начал путешествие в мир кенда. И вот недавно сдал 5-й дан, буквально. Даже 3 недель, по-моему, не прошло, где-то так, да. И вот хочу поделиться некими знаниями из мира, понятиями из мира кенда, которые, я думаю, вам могут как-то помочь в жизни, в бизнесе, в личной, может быть, еще где-то. Ну, точно я могу сказать, что это мне помогает. И в начале моего пути сенсеи мне сказали: ты сейчас предприниматель, который занимается боевым искусством, но в один день ты станешь кендокой, который занимается предпринимательством. И как-то это случилось. В один день я действительно вдруг понял, что я кендока, который занимается предпринимательством, поэтому я пришел в своей обычной одежде, в которой мы тренируемся, бьемся, идем на экзамены. И хочу рассказать немножко об этом. И, может быть, вы что-то узнаете новое для себя, и что-то, может быть, подтвердите что-то из того, что вы уже чувствуете или знаете. Поэтому давайте я постараюсь рассказать про это все. Кенда, ну, здесь написано, да, уже все, что это искусство фехтования на мечах. Очень древнее, этому 1000 лет. Все эти правила, о которых я буду рассказывать, они написаны кровью сотен тысяч людей, которые погибли в боях друг с другом, в отточивании мастерства и прочее. Вы можете прочитать истории Миямото Мусаши, и много есть историй про самураев. Вы видели много фильмов, я уверен. Поэтому это... И слава Богу, что у Японии было почти 600 лет без войны, после многих сот лет войн. И они за это время смогли создать искусство из многих вещей. Поэтому Япония — это страна всех видов искусств. Но вот кендо — это одно из важных искусств Японии. Оно стоит у них на вершине боевых искусств. Поэтому в нем заложено очень много чего, которое потом перешло в другие боевые искусства. И в жизнь, и даже такие вещи, как кайдзен. Это все выходцы из кендо вообще, в целом, если так смотреть. С чего я начну? Камае. Да, это японское слово. Японское слово, которое очень важно в кендо, которое всегда сенсей тебе говорит: держи камае, где твое камае? Камае — это стойка, в которой ты встречаешь соперника. Это стойка, в которой ты стоишь в момент боя, после удара, до удара. Это всегда твоя стойка, твоя поза, your posture, да, то есть ваша позиция. И сенсеи учат: если у тебя правильная камае, и ты стоишь в правильном состоянии, ты непобедим. Ты держишь центр. Противник не знает, что сделать, потому что прежде чем он сможет что-то тебе сделать, он должен сломать твое камае. Или я должен сломать камае противника. И вот этим мы и занимаемся в начале в бою.
И вот почему, да, это очень важно в кендо по разным причинам, да, то есть я говорю, что, да, камай это ключ начала боя. Состояние, техника, расслабление, дыхание, правильно, где руки стоят, где твои ноги стоят, как твои бедра себя чувствуют, поясница, плечи, взгляд, дыхание. Это все камай. И вы скажете, ну хорошо, это кендо, а при чем здесь жизнь? А я скажу, что в жизни у вас тоже каждый день есть камая. У компании есть свое камая, и у человека есть свое камая. И если вы делаете что-то очень важное в жизни, идете на что-то, и у вас какой-то произойдет какой-то важный экшен, действие, еще что-то, как у компании, проект, вы задали этот, вы должны проверить свое камая. Вы должны проверить, в каком состоянии компания. Ресурсы, правильные люди на правильных местах, там что-то стратегия, продукты, сервисы. Что, где мы, как, где моя камая? Баланс-шит какой у вас, да, баланс, долги, equity, кредиты, сроки кредитов. Это все нужно на регулярной основе проверять, потому что вы постоянно что-то делаете, проекты, что-то меняется, вы должны адаптироваться, экономика меняется. Поэтому компании, предприниматели должны проверять камай своей компании на регулярной основе. Где мое камай? Что? Сперва вы как-то должны об этом подумать, компании своей, потому что торговая компания и, допустим, производственная или индивидуальный предприниматель, разные бывают компании финансовые, у них разные камай, потому что разный бизнес, разные виды. Принципы одни, но чуть-чуть может отличаться там структура баланса и все остальное. Поэтому вы должны знать свое камай. Ну, сейчас много экспертов вам подскажут и финансовых, какой правильный камай. Потом есть менеджмент, бизнес-процессы, это все камай. И вы должны его на регулярной основе чекать. Что, какой у меня камай, в какой момент, в проекте, до проекта, да, после проекта. И это очень важно. И если перейти к вашей личной жизни, то также вы должны проверять свое камай, когда вы что-то делаете, когда вы выходите из дома, да, там, идете встречаться с гостями, там, переговоры у вас, еще что-то. Ну, у всех много дел, вы же все предприниматели, мы здесь все предприниматели, поэтому у нас всегда много дел. Это много микробоев, микро каких-то столкновений, потому что это все равно предпринимательство, это человек с человеком, хоть это внутри компании, хоть это снаружи, хоть клиенты, сапплайеры, что угодно, кто угодно. И поэтому вам надо всегда тоже проверять, в каком я камае вообще, как я выгляжу, как я стою, какое у меня состояние внутреннее, о чем я думаю, расслабление есть или нет, или у меня где-то есть tension, да, как-то напряжение. То есть, да, вот эти вещи в личной жизни очень важны, и это очень важно для себя понять свое камае. И оно будет у вас меняться. Это тоже процесс трансформации, личного, этого, прочего. У вас ваша камай тоже будет меняться. Вы растете, что-то узнаете, там, больше зарабатываете, там, больше узнали, хорошо одеваетесь, стали, нашли свой стиль. И вот это есть все часть вашего камая, которую вы должны каждый раз искать, находить и проверять себя. В каком я камае? Ну, даже разговор со своим ребенком. Надо проверить свое камай. Вы же мать или вы отец? Какой мой камай? Я с чем с ним иду? Потому что это будет что-то, теншн какой-то, он же растет, он будет вас проверять, спрашивать, еще что-то. Вот это состояние очень важно. Проверять, и камая, можно следующий слайд. И камая, оно есть везде. Да, вот посмотрите, какое камая у Усейна Болта перед стартом. Ну, фантастический. Концентрация, мышцы, глаза, взгляд. Видите, напряжение на лбу видно. Он собрался, чтобы рвануть, и поэтому он бегает там за 9 секунд с чем-то, да, там 100-метровки, и до сих пор не побитый, он побил все рекорды, и он не побит. Ну вот у него фантастическая камая. Ты когда смотришь, как он стартует, и смотришь, как он стоит на старте, ты думаешь, нет, никто его не обгонит. И это, кстати, один из таких секретов. Сенсей хороший. Где-то я сейчас стал тоже видеть, выходят на бой бойцы, они так, когда они встают в камай, они говорят, проиграет. Камай слабый, неправильный камай. И это видно. И я сейчас, там в бизнесе тоже много лет, и ты смотришь какую-то компанию, так со стороны ее оценишь, думаешь, да, камай плохой. Скорее всего, не получится у нее, что-то у нее случится. Или наоборот, для вас это возможность. Если вы там развиваете компанию и делаете там возможности, там, acquisitions, и, допустим, там хорошая компания, но оказалась в плохом камае, в плохой позиции, вы посмотрите, для вас это возможность атаковать, взять эту компанию или отбить у нее рынок, или забрать сервис или продукт. То есть вы видите со стороны, говорите, что-то она плохо выглядит.
что-то... Ну, в жизни же так же бывает, вы на кого-то смотрите, что-то он плохо выглядит. Он в плохом камае стоит, и внутреннем, и внешнем. Это очень важные нюансы, которые вы должны, следующий слайд, понимать для себя. Да, видите, какие камаи есть. Вот стоит в метре от однотонного быка, но в какой у него камай? Ты смотришь и получаешь удовольствие от взгляда одного. Думаешь, вот это парень. Обязательно выиграет. Ну, по позиции я даже не знаю, что случится, но я знаю, что бык умрет. Да, это может звучить чуть брутально сейчас, но это их игра, да, это игра Тореадора. Можно следующее. Но камай есть только не в брутальных или в спорте. Вот танец фламенко. Они встали в позиции, и дальше уже пойдет взрыв эмоций, и вот они встали в камае. Так что вот даже семейная жизнь, вы всегда друг с муж и женой, у них взаимная камая есть, как мы стоим, в каком состоянии. И это такая вещь, которую я думаю, что если как-то вы сможете это понять, изучить, для себя понять свое камая, то я думаю, как-то это вам поможет в жизни, что-то вы из этого возьмете. И такой небольшой лайфхак, который я вообще не люблю слово лайфхак, честно говоря, мне все время подходит, дайте лайфхак. Какой лайфхак? Что это такое вообще? Но я назову его так как это модное слово. Есть такая вещь, у всех есть воротник, да, вот у меня есть воротник на момент. И если вы будете идти на какой-то важный вес, или хотите выйти там, или выступать, или что, почувствуйте своим шеей задней воротник. Ну, у всех все равно будет что-то одето, и ваша камая выправится моментом. Вы станете сразу выше, плечи расправятся, грудь успокоится. И это уже хорошая камая, даже если... То есть, и вот такая мелочь, но это важная мелочь. А если это вы будете делать регулярно, ваша камая станет постоянным. Потому что идея в кендо, чтобы ты жил в этом камае. Ты его уже каждый раз не проверял, оно стало твоим. И через много лет ты просто так ходишь, ты просто так живешь, и тебе не нужно все время перепроверять. Ты это делаешь постоянно, и ты живешь этим. Но это, конечно, большое искусство, поэтому это сенсей, много лет занятий. Еще до этого и мне далеко, и я думаю, и вы будете много лет учиться. Но этому можно прийти, я это видел. У сенсеев всех сумасшедшая камая, они даже не думают об этом. Это их часть натуры. Можно следующий слайд? Иппон. Да, вся задача в кендо, конечно, получить иппон, да. Если вы знаете, что такое иппон, победное очко. Вообще кендо это удивительное такое боевое искусство, единственное, которое стоит как принципу, как философии между... То есть это бой не на жизнь, а на смерть. Один удар, кто-то умрет. Так были самурайские поединки, они вставали, и все. Тогда все, проверка друг друга была настоящая. Они вставали на настоящих мечах, и все, кто выжил, тот лучший фехтовальщик. И так дальше они шли, проверяли других, вызывали это. То есть так сформировалась вся философия кендо на победном. Сейчас, конечно, у нас нет смертей, мы находимся, да, в оборудовании, да, в экипировке. И понятно, но вот вы видите сейчас это иппон. И, конечно, мы все тренируемся, чтобы в бою нанести иппон. И ты ищешь его, да, и потом я разговариваю как-то с своим сенсеем, Сайто сенсей. И спрашиваю, Сайто сенсей, где этот иппон? Я уже устал, да, там, столько всего, то есть пытался понять, как этот иппон должен прийти. А он просто сказал, Еркин, ты что? Иппон надо искать на тренировке. Ты делаешь 1000 ударов в каждую тренировку, каждый удар делай на иппон. Каждое движение старайся делать на иппон. Не будет, конечно, получаться, но старайся каждое движение на иппон. Все тренировки на иппон, все удары на иппон, все движения на иппон. И иппон придет сам в бою. Ты его не ищешь, он выскочит. Ты полон иппонов. Ты насытишься иппонами на тренировках, на практике. И в бою он тебя просто вылетит, сам тебя удивит. Ты удивишься, и твой соперник удивится. Откуда это все выскочило? И вот это есть... Я ее назвал, японцы, наверное, так не называют, я ее назвал иппон-культурой. Иппон-культура очень важна. Вот с точки зрения, вот я вот застал Советский Союз, закончил школу в 93 году. И в Советском Союзе, когда нас учили чистописание, потом сочинения, всегда было правило: пиши сперва на черновик, а потом пиши на чистовик. Даже несколько раз там говорили, 2 раза напиши, 3 раза напиши. Честно говоря, у японцев обратная философия с иппон-культурой. Не пишите на черновик, делайте сразу на чистовик. Делайте сразу на иппон. Каждый раз, что бы вы ни делали, делайте на иппон. Делайте его на иппон, и иппоны придут.
Это ваша путь станет вашей натурой. Все время брать ипоны, все время вы ищете ипоны. Вы ипонист, вы ищете, где мой ипон, почему? И я здесь вам скажу такое небольшое наблюдение. Жизнь это вообще рутина, да, вот если вы посмотрите на свою жизнь, я на свою смотрю, семья, работа, все равно у нас все в жизни циклическое. Любая работа это цикл. Утром проснулся, там зубы почистил, завтрак, там ребенок, жена, работа, там что-то еще, вечер, ужин, там зубы опять почистил, спать. Или вы делаете что-то на работу, какой-то специалист какой-то работы. Любая вещь, врач, учитель, это рутина. То есть каждый день одно и то же. И получается некое вот то, что вот психологи называют выгоранием. Потому что каждый день одно и то же, день сурка, да, как будто. Но на самом деле, если вот когда я стал после совета сайта Сенсея думать об каждом ипоне, у меня вот эти 100 ударов превратилось в 100 разных ипонов. Я каждый обдумываю, рефлексирую, не получилось, а здесь дыхание, а вот здесь рука, а здесь нога подвела, а вот здесь это. Я вот каждый удар думаю. И вот вся тренировка, которая там 1,5-2 часа длится, проходит как будто это там 20 минут. Я говорю, все что ли? Да, все, закончили. Потому что ты все время думаешь о каждом ударе. Ты с ним работаешь, думаешь, там, смотришь, как ты себя чувствуешь в этот момент. И вот если вы ту рутинную вещь, которую каждый день будете думать об ипоне, удивительным образом, она перестанет быть рутиной. Она становится очень интересным действием. Я понял после этого, почему там повара режут, когда идеально, и они получают удовольствие. Потому что, конечно, он каждый порез контролирует, думает, вот этот лучше, а вот это вообще классно получился, а вот это вообще замечательно. И они живут каждым, и поэтому они могут час резать и получать удовольствие. И так происходит со многими мастерами, там мы видим в музыке, везде. Они могут часами там играть, там, да, рок-группы вот этих мастеров смотришь, 3 часа играет, даже капли пота нет. Получает удовольствие, вообще не устает. Почему? Потому что он весь внутри, он в ипоне. Он ищет в каждом звуке, в каждом движении ипон. И, соответственно, он живет этим, и у него нет усталости. Он же живет, он же думает, и у него это не рутина, и у него нет скуки, соответственно. А скука убивает нас, да, скука нас вытягивает во все плохие вещи, а здесь у тебя нет скуки. Поэтому, если вы продолжите, сейчас можно слайд, да. Ну, это японный дзюдо, все это его знают тоже, да. Но это просто красивая фотография, хотелось поставить, чтобы вы посмотрели, такая. Сам удивился. И следующий слайд. Да. Вот видите, девушка работает на ипон, видно, что как получает она удовольствие. Она хочет сделать ипон. Сделать так блюдо, что человек взглянул, я такие блюда видел, и вы видишь, да, иногда даже жалко кушать. Думаешь, ай, такая красота. Но они наоборот говорят, не-не, ломай, кушай. Вся красота во вкусе, поэтому вот, и вот они вот ищут ипоны тоже, они из-за этого у них эти ипоны и приходят. Поэтому, если вы сможете как-то взять ипон-культуру себе частью жизни, то, поверьте мне, у вас будет интересная жизнь, много интересного для себя откроете. Следующий слайд, пожалуйста. Заншин, какая фотография. Есть очень важное понятие, вот то, что я говорил про камай, да, ипон, это где-то 50% чего-то, да, вот если мы берем 100. Очень важно, сенсей требует заншин. Где твой заншин? Где твой заншин? И вы здесь, кто японского не знает, наверное, не знает, что такое заншин. Или кто в кендо не тренировался, да, то есть, а те, кто тренируется, это первое, что тебе сенсей говорит. Заншин, где твой заншин? И заншин это значит закончить удар. Допустим, ипон у тебя получился, все. Ты его заканчиваешь и готовишься к следующему удару. И когда ты подготовился к следующему удару, это заншин. Ты прошел круг и встал, и все. Я готов к следующему удару. К следующему любому действию соперника. Или вдруг выскочит новый соперник. И здесь эта фотография, я как бы иллюстрацию взял, чтобы он убил одного соперника. Но он сделал заншин, в нем заншин, он готов уже к любому другому с любой стороны. Это видно в его действии. Он закончил, он знает, что он закончил. Но в нем живет заншин, и он готов. Где следующий? Я готов к тебе. И вот этот заншин, это в кендо это чрезвычайно важно. Без заншина вам не посчитают ни ипон, там, и вас будут ругать сенсей, и они будут вас там гонять по 100 раз, потом, когда вы нельзя, хочешь так, мы тебе сейчас 50 учикоми, и ты гоняешься как сумасшедший, пока не упадешь. Они вот прям тебя заставляют заншины делать. И заншин я вот потом понял философски, что это вообще большая, великая вещь.
Потому что надо все закончить. Везде надо поставить точку. Все, что вы в жизни не делаете, какой-то экшен, действие, там, мысль, поставьте точку. Сколько мы знаем, вот если вы вспомните свою жизнь, как и у меня, незаконченных разговоров, недосказанных слов, что-то в проекте сделали, ну, чуть-чуть что-то не довели, и так, и у нас мало заншинов, да, то есть, а на самом деле мы должны делать заншины. Там, ну, даже так, ночью легли спать, проснулись, это же не конец сна. Проснулись, почистили зубы, переоделись, пришли в себя, и вы готовы встречать новый день, вот заншин. Вы вышли в новый день, ночь закончилась. Или день прошел, вы делаете то же самое в обратном порядке, успокоились, там, прорефлексировали, что-то одели, пижаму, там, зубы почистили, что-то еще, поговорили или не поговорили, неважно, там, сами с собой, или с женой, или с ребенком. Вот. И все, вы день закрыли, у вас заншин должен произойти. Я закрыл день, я теперь хочу встретить ночь. Сон, да? Сон – это большая вещь в жизни человека. И она, там, любой вам психолог или врач скажет, что это 50% здоровья минимум. Хороший сон, правильный сон. Но заншин нужен. Не как попало лечь, не как попало встать, не как попало все закончить. Да, то есть, как заканчивается любой обед, да? Встали, пошли, что-то телевизор смотреть? Нет. Заншин, закончили обед, помыли посуду, все убрались, поставили все на место, продукты, все. Заншин. И вы готовы. Если вдруг гости придут, вы все чисто, вы сразу выкладываете, тыр-тыр-тыр, обед. И придут, вы смотрите телевизор, ужинать захотели, пришли, чистый стол, все красиво. А не так все это на ночь оставили, утром пришли и смотрите, и у вас день начался с грязной посуды, пыль, все валяется, и тебе заново все это убирать. И что это за день у тебя? Ты уже его испортил в начале дня. И вот это есть у японцев, это великая вещь, поэтому, вот, допустим, японская команда по футболу, все удивляются в мире, что она уходит из раздевалки, раздевалка абсолютно чистая, вытерта, вымыта, и там всегда стоит бумажка «Спасибо». И они, сборная Японии. Что они сделали? Они сделали заншин. Они не пытались произвести впечатление ни на кого. Они сделали то, что это в их культуре. Они закрыли, поставили точку, ушли и оставили раздевалку готовой для новой команды, кто бы туда ни пришел. Они сделали свой заншин и приготовились к следующему игре. И это есть вот некий цикл, который надо обязательно закрывать. На английском есть такое хорошее выражение he is completed. Такой he is completed man or woman. То есть она завершенная, совершенный, да, вот. И вот, то есть это человек, который действительно полный. Он completed, и он ставит точки. Письмо, точка. Дело, точка. То есть вот это вот умение, вот это все довести до конца и сделать, это большое умение, если вы в своей компании, в своих личных делах, в бизнесе будете уметь это все доводить до точки, всегда спрашивают, где же заншин этого дела? Или даже в любом действии в жизни, когда вы что-то делаете, вы спросите себя, а где мой заншин? И сможете сделать заншин, он во всех делах есть, просто его надо найти, да, посмотреть, понять, то это тоже вы посмотрите, если вы начнете это применять. Конечно, иногда будете забывать, я сам забываю иногда заншины в боях, мне сенсей потом по голове, бамс, это, да, то есть вот это важный элемент, который уже тоже вам много что, скажем, изменит в жизни и даст вам какие-то другие, но вот эта готовность к следующему действию, внутренняя и техническая, очень важна. Вот, поверьте мне, вот когда вы научитесь это все вот так вот понять и сделать, вы удивитесь, насколько цикл действий многих у вас будет совсем другого характера, и вы сами будете даже как-то вот сами для себя будете получать удовольствие. Сделали, закрыли, точку поставили, выдохнули. Что новое? Где это новое действие? Где новое это? Где новое это? Где новое это? То есть это очень важно. Так что вот заншин это очень важно. И здесь я просто показал иллюстративно, что это заншин хорошего повара, хорошего ресторана. Он все закончил, все поставил на место, и завтра утром он вернется или в обед, и у него все готово к следующему дню. Он сделал заншин, спокойно идет домой. Он заншин сделал не когда покормил людей, он заншин сделал, когда он все убрался, они все сели, между собой сказали друг другу, о, молодцы мы, день закрыли, пошли домой спать. Ну или там в своих делах. И вот это у них отличный заншин. Поэтому вот хотелось бы, чтобы вы, что бы ни делали, понимали, где ваш заншин, что у вас, где вы, как мы завершим это все. Я хотелось бы, чтобы вот Шамал тоже красивым был заншином, когда мы все это уберем, и как будто нас здесь не было. И все уйдет, и это будет красивый заншин. И это значит, мы готовы к новому Шамалу.
А если мы этого не сделаем, значит нашей готовности к новому шамалу нет. Вот это нас будет коробить в душе, что я сделал, не доделал, а потом это, и там оставил грязь, там мусор, и там почему. Это нас самих держит. И поэтому у вас нет готовности к новому действию. А если нет готовности к новому действию, скорее всего, оно будет плохое, неудачное, или вы ошибетесь, и прочее, прочее. То есть вот этот вот элемент дзаншина, он очень важен. Он заставляет вас, вот иногда смотришь какую-нибудь там танцовщицу или балерину, и вот, ну, это, конечно, хай-класс, и ты смотришь, как она закрывает одно движение и начинает следующее, и ты думаешь, как красиво. Закрыла, буквально долю секунды остановилась и начала новое движение, хотя танец безостановочный. Но она умеет закрывать движение, останавливаться там на доли секунды и идти в новое движение, и ты смотришь, думаешь, ой, какая красота, какой дзаншин, как она все это совершенно делает. И это видят даже обычные люди, которые, может, эти детали не видят, но зато они понимают, как это все красиво. И вот это есть, всегда есть завершенность действия, движения, завершенность танца. Вот эта вот красота, и вот она рождается обязательно. То есть должен быть хорошее, да, завершение. Хорошего дня, хорошего дела, хорошего разговора. Неважно всего. Все, что вы делаете, там, должна быть точка. У нас следующее что? Вот очень важная для меня фотография. Вы, конечно, я думаю, что многие не знают, кто это, кроме моих близких. Это фотография моего отца, который прожил очень непростую жизнь. Он родился до войны, и там отец 7 лет на фронте. Вот уж там это целое индийское кино, как обычно, в те поколения очень прожили, сложно все. И после войны потом стал врачом, потом отцом 5 детей, профессионалом, там, спас 100 людей, конечно, видел много смертей. Врачи, что делать? Часть жизни их, смерть, это жизнь, это их часть каждодневной жизни. И эта фотография за 2 часа до смерти, он умер на операционном столе, делали операцию, болел, и уже сердце не выдержало. Ну, он был в хорошем возрасте. И вот что он сделал, почему я поставил эту фотографию, он сделал перед смертью дзаншин. Вот за 2 часа он что-то почувствовал, видимо, он понял, что уже зовет новый день, новая жизнь. И он дал 10-минутную речь, мама его сняла на... Хорошо, сейчас есть айфоны там. И вот она его сняла на видео, и он рассказал за 10 минут, как он жил, поблагодарил всех, там, семью, близких и дальних родственников, всех. Даже так сказал, не плачьте, говорит. Если, говорит, старики не умирают, как дети будут рождаться? То есть это нормально, я прожил хорошую жизнь, спасибо всем, спокойно. И вот он этим путем, когда мы это все показали на, там было 1000 человек, вот, ну вот это, на Асе, все успокоились, все родственники, дальние, которые вот младшие, он же старший в роду, которые не успели к нему прийти на последнее слово, не позвонили, там, не заехали, еще, ну там всегда бывает какие-то, у меня разговоры остались незакончены. У всех нас это всегда так. Что-то мы всегда, как в этой жизни, иногда, к сожалению, не успеваем. Но он всех отпустил, сделал дзаншин своей жизни, поставил точку и смело смотрит в новую жизнь. Поэтому это, для меня это был большой урок дзаншина. То есть я думаю, вот красиво. И когда я это вот с друзьями, там, близкими, вот такими сенсеями, они смотрят, говорят, да, красиво. Для них это состояние, что человек понимает, что он делает, что он чувствует, и он умеет закрыть. Конечно, ну, папе в этом плане повезло, он это все почувствовал, или он, конечно, не то, что повезло, он это все наработал жизнью, но мы так это говорим. Поэтому это вот пример дзаншина такой. Понятно, что дай Бог всем прожить 100 лет, но дай Бог всем уйти красиво, сделать свой дзаншин, чтобы в памяти предков следующих поколений, они всегда помнили отцовский дзаншин или дедушкин дзаншин, материн дзаншин. Да? Это тоже важный элемент наследия. Следующее, пожалуйста. И, конечно, я вам рассказал, что такое вот несколько понятий, что у вас есть там, правильная позиция, вы там смогли сделать ипон, вы сделали дзаншин. И при этом это я вот часто видел в боях, совершенно техника, все, а ничего не получается. Или какой-то удар, ну какой-то что-то, нету ипона, нету этого. Я сенсею спрашиваю, что здесь? Хотя отлично выглядит камая, техника, быстрый. Он говорит, сутеми нет. Что такое сутеми? Сутеми это японское слово, которое переводится семечко. Нет, назад. Назад. Семечку покажите, пожалуйста.
Да. И это понятие относится, у нас есть такое древнее стихотворение японское, которое говорит, что полная семечка, то есть с зерном внутри, она тонет даже в быстрой реке, бурной реке. А пустая семечка, как шелуха, уносит. А семечке важно же в землю зайти, в глубину уйти. И вот эта логика, что сутеми, это на самом деле, если вот в кендо языке, это значит жертвовать собой на ударе. Когда идешь на удар, ты решил нанести, ты пошел на него, все, никаких задних, никаких сомнений, страхов больше, размышлений, что будет, то будет. Идешь на удар. Иду, отдался удару. Жертвую собой во имя удара, во имя иппона, во имя победы. И вот это вот состояние, его важно делать, потому что часто люди не делают этого, много раз не делают, и, конечно, иппоны не случаются, конечно, ты проигрываешь этот бой. А вы же знаете, я вам говорил, да, что в самурайском виде они все эти правила написали кровью. И тот, кто жалел свою душу в ударе, сердце, он терял жизнь. Это такая удивительная, странная вещь, говорит, пожалел свою душу открыть, сердце. Это вот сенсей называется удар с открытым сердцем. Душу, говорит, вложи, сердце открой и бей его, говорит. Ну, так, знаете, это просто сказать, а вот но если ты этого не сделаешь, он заберет твою жизнь. Он ударит тебя, он тебя встретит, ты не сможешь сделать. И вот это вот очень философия, и здесь я вот следующую фотографию, да, следующий слайд. Это здесь вот мать, которая кормит ночью ребенка, да, и вот матери правы, когда они говорят, слушай, я, чтобы тебя вырастить, стольким пожертвовал. Это сутеми. Вот эта фотография, это жизнь матери, это сутеми ради ее ребенка. Она не спала, там болела, это не важно. Если бы она этого не сделала, вот нас бы здесь не было, да? Вот. Поэтому мы любим матерей, поэтому мы называем анажир, да? Мы называем материнский язык, материнская земля, потому что они вкладывают душу. Но если бы они ее не вложили, не было бы продолжения рода, не было бы воспитанных детей, не было бы батыров, не было бы красавиц, не было бы художников, не было бы вообще ничего. Мать делает сутеми каждый день, жертвует собой ради, чтобы ребенок вырос умным, здоровым, красивым, воспитанным, вежливым, с понятиями, с моралью, да, с добром в сердце. Вот это вот сутеми в жизни. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь, конечно, такая всем известная, не знаю, узнали, да, что это за картина? Она чуть-чуть обрезана, поэтому, конечно, ее так не просто узнать. Это пророк Авраам, или Ибраим в исламе, который приносит в жертву своего сына, в исламе Исмаил, в других религиях это Исаак. И вот Бог его останавливает в последний момент, когда он там... Это целая история, да, и что я вижу в этом? Понятно, это религия, каждый видит свое, да, там, любовь к Богу, вера и прочее. Но что я вижу? Я вижу, что это пример, что он жертвует самым дорогим, что у него есть, своим поздним, единственным ребенком, во имя того, что он верит и любит. И это, конечно, это крайняя форма, поэтому потом Бог его останавливает, там, дает барана, и бараны взяли на себя эту функцию, поэтому надо любить баранов, да, то есть они взяли на себя функцию этого жертвоприношения. Но очень важно, вот это некий как бы ролевая модель, это некий смысл, который миру послали. Еще в те годы, не знаю, это когда 1000 лет назад, что это была реальная история, нереальная, все люди спорят до сих пор. Но миллиарды людей в это верят, живут с этим и понимают это, что... А я для себя это понял, что это вот это и есть сутеми. Это ты идешь на жертву ради того, что это для тебя важно. И ты должен идти, иначе этого важного не будет. Потому что оно не случится, результат не придет. Не случится то, во что ты веришь, не случится ваш бизнес, в который вы вкладываете. Если нет души, там продукта хорошего не будет. Если не будет души, проект не выстрелит. Если не будет души, ребенок, скорее всего, будет проблемы потом с ним позже. Если не будет души в то, что вы вкладываете, как бы нету сутеми, результата. То есть я не могу сказать, что вам гарантирует результат. Но есть правила, которые точно вам гарантируют, что будет не результат. Это то, что вы не вкладываете душу. Вы не вкладываете в сердце, вы не вкладываете то, что очень важно для вас. Если вы это будете вкладывать, то это важная вещь, чтобы не успех не случился. Потому что если вы этого не делаете, все очень технично, очень просто, все технически грамотно, душу не вложили. Почему материнская еда вкусная и память на всю жизнь? Хотя она приготовлена, может, просто, и там никаких мишленов,
Потому что там душа матери, любовь ее. Ты ешь и чувствуешь. Хотя маленький ребенок, не понимаешь, но ты поймешь это с годами, и вкус останется у тебя всегда. Вот это есть сутеми, это есть вот это вложение, в покере это all-in, да, идешь там. Ну там это, ладно, блеф, не блеф, но вот желание вот это вложение, это очень важно. И вот в бизнесе, в жизни, что бы для вас важно, вы не делаете, без этого очень сложно достичь. Вот реально, почти, ну я считаю, что невозможно. Это моя точка зрения, могу ошибаться, но я считаю, что... Но это, конечно, делает вас уязвимым, это факт. Это уязвимость, и она видна, вот когда читаешь работы великих мастеров, там, допустим, какой-нибудь рассказ или поэму, там, или смотришь на там, фотографию, или, допустим, рисунок, да, портрет, и ты понимаешь, насколько человек обнажил сам себя. Все, что у него в сердце, он показывает там. Как Земфира поет в своих песнях, она все открыла, свою душу. Что она там чувствует, где у нее там трещинки, что у нее там происходит. И это очень деликатно, знаете, что человек берет в своем деле, но если бы она этого не делала, она не была бы Земфирой. И мы бы так не любили ее песни, или так бы не смотрели эти картины, или так бы не читали эти запои, эти стихи, или рассказы, да, или поэты. То есть там они вложили в себя душу, все в себя, все, что у них есть. А мы от этого, и это становится культурным наследием, это становится ценностью мира, с этим мы живем, и столетиями мы наслаждаемся, да, работами Микеланджело или там, всех мастеров прошлого, да, там, во всех разных вещах, потому что там душа там у них есть. Ты ее видишь и думаешь, какая прекрасная душа, как он это сделал. Не понимаешь, конечно, но получаешь удовольствие. Так что вот это сутеми. Если вы будете об этом думать, делать, ну вы это делаете, здесь много матерей, матери всегда делают сутеми. У отцов это тоже понимание приходит со временем и работает, да. Но у матери это врожденное, и они это делают, как только они решили завести ребенка, у них сутеми беспрерывны. Поэтому, я думаю, женщины меня здесь, наверное, понимают. Следующее, да, это мои сенсеи, Касуги сенсей, Сайто сенсей. И я вот сейчас бы хотел поговорить чуть-чуть о мастерах и чуть-чуть там, как бы уже это, думаю, что в этом плане в путешествии в кендо мне повезло, я встретил очень хороших сенсеев, которые мне открыли мир кендо. Но самое важное, что они мне открыли, что такое быть мастером. Своего дела, своей жизни, всего, да, что ты делаешь. И это удивительное, какое-то такое, наблюдаешь ты, когда это большое счастье наблюдать за такими людьми. И вы в вашей жизни встречали много хороших мастеров своего дела. Ты прям на него наблюдаешь, ему даже ничего тебе говорить не надо, ты уже многие вещи понимаешь, и прям, а если он что-то скажет, это всегда очень какое-то такое, очень интересная, важная вещь. Поэтому вот это, тем, что вот разговором о мастерах, на самом деле я хочу разговаривать о мастерстве. Что очень важно встать на путь мастерства и делать это мастерство, и неважно в чем, в своем деле, в том, еще что-то. Путей мастерства много, но очень важно идти на пути мастерства. Вот следующая фотография, это, допустим, вы его тоже не знаете, это Эрик Фламгольц, один из моих менторов, ну, тоже взрослый человек, тоже сенсей, тоже, наверное, в своем деле 7-8 дан, стратегическое планирование и корпоративная культура. И он нас многому научил, многому объяснил, многое показал. Это, то есть у него ученик Говард Шульц тоже, да, Starbucks, ну много у него таких, он многим. И он всю жизнь посвятил этим двум вопросам в основном, где он это всю свою жизнь посвятил изучению этих вещей, структуризации, и потом он тебе это дает. И это сенсей, он тебя учит таким вещам, которые ты должен всю жизнь пройти, чтобы самому понять, и можешь не понять. А они приходят и тебе дают, в этом сила мастеров. Они делятся вообще открыто, говорят, бери, изучи, продолжи, делай, и когда-нибудь тоже мастером станешь. И вот это вот сила мастеров, которые очень легко делятся своим мастерством, своими результатами, знаниями, всем, чем мне. И вот это же, поэтому я сейчас что-то с вами вот, хочу пытаюсь вам рассказать. Это тоже вот я научился от них, что если что-то знаешь, расскажи, что-то знаешь, покажи, что-то умеешь, тоже поделись. И это путь тоже мастерства, иначе как ты мастером станешь, если ты не учишь других? Это правило в кендо, если учишься, тоже учи, тогда ты будешь понимать многие вещи по-другому. И тогда ты будешь идти на свой сенсейское, да, то есть каждый должен прийти быть сенсеем, иначе твой кендо остановится, да, ты не сможешь развиваться как кендока, то есть твой путь остановится на этом. И, конечно, я бы хотел поговорить, я встречал, у меня сенсеи, они официально 7-го дана, но ментально они 8-е даны, потому что их тела уже не позволили в то время пройти экзамен на 8-й дан.
Но я встречал и 8 данов в жизни, да, но я мог показать какую-то фотографию, она бы вам ничего не сказала. Но это удивительные люди. Мы их называем боги на земле. То есть они открыли новое кендо. Они живут на земле, но у них свое кендо. То есть абсолютно другое, абсолютно непонятно, абсолютно, ну, как бы вы можете объяснить, но как это все делать, и вот это удивительное. Ну, боги на земле, да, они нашли свое кендо. То есть пошли в другое пространство, в другое состояние, и это, конечно, когда это видишь, наблюдаешь, с ним общаешься, ну, это фантастические люди, это фантастические мастера. И, конечно, в жизни очень много, на самом деле, хачиданов вокруг нас, и 7-х, и 8-х, высокого мастеров. Можно следующий слайд? И, конечно, вот один из них, вот Пабло Пикассо, да, я вот в этом году был в Париже и зашел в музей Пабло Пикассо, как раз новый музей, там, отличный музей, фантастический, там, как сделали его. И я увидел, по-настоящему понял его жизнь как-то, да, вот через фильмы, фотографии, потом книгу почитал обязательно. И ты подумал, ну вот он в 15 лет он рисовал, ну если не как Микеланджело, но близко. Такая классическая, портреты, детали, вот эти все морщины. А потом помните, да, все его рисунки, там, кубизм, и все его, как женщины выглядят, как мужчины, и все это. И вот это его взгляд на мир, то есть он уже перерос обычное все вот это хай-класс мастерство уже рано. А потом он вышел в свое пространство, где он все видит по-другому. Углы зрения, как он смотрит на человека, как он смотрит на взаимоотношения. И ты поражаешься. И он всю жизнь творил, всю жизнь искал. Там был целый документальный фильм, как он ищет, как вот документальный, как он пробует, потом меняет, потом ломает, потом строит. И это вообще какой-то смотришь, наблюдаешь, и просто ты в диком, ну, с одной стороны, восторге, а с другой стороны, в затмении, да? Ну, как это вот вообще возможно? Откуда это он берет? Как это, чем он с этим работает? Как он так живет? Ну, это хачидан, это 9-й дан. Ну, Пабло Пикассо, наверное, 10-й дан, да? В мире кендо есть 1 10-й дан, но он уже умер, и 2 9-х было в истории вообще, но они умерли, да. Я даже не понимаю, о чем это речь, мне сенсей пытаются объяснить, но как-то, пока я еще не того уровня, даже не могу воспринять, пока у меня такая вот 7-й, 8-й, еще как-то ты их еще понимаешь, а выше. Но вот это Пабло Пикассо, это вот уровень высокого класса, и поэтому, понятно, потом создалось современное искусство, уже все это. Но вот основатель вот таких вещей, вот этого взгляда на мир, это не просто тех картин, которые вот исторически были все, это красиво, детали, как фотографии. Он вышел из мира фотографий, в то время, видимо, фотография пришла, но как-то вот как он это все понимает, конечно, это фантастика, но они есть. И своим путем жизненным, когда читаешь про них, смотришь фильмы, конечно, они тебе показывают, ой, блин, мастерство, надо идти, надо быть мастером. Не важно какого уровня, но важно идти, да. И следующую фотографию, да, и вот это вот один из наших казахских хачиданов, 9-х, 10-х, Курмангазе. Курмангазе, это, казахи его называют Күйдін атасы, да, дедушка казахского кия, нашей национального мелодии, которая в душе живет в степи и казаха каждого, и казашки, конечно. И вот Курмангазе, как он в степи, без таких классического образования, но его музыка, вот если слушать экспертов, вот, допустим, я ее люблю, но я могу быть байс, да, там, а ты казах, любишь ее, это, или там вы казахи. А на самом деле, когда ее слушают эксперты мирового уровня, они говорят, слушай, это же уровня Моцарт, Бах, там, Бетховен. Глубина, сложность, там, широта, там, ну, все эти музыкальные вещи, которые я тоже очень не так хорошо понимаю, я просто слушатель, но они говорят, что это же вообще фантастика. И вот действительно, вот человек своей жизнью, своей практикой, то есть его ученики там фантастические, да, Дина Нурбиисова, ученица Курмангазе, и то есть фантастическая женщина Кюйши, тоже автор. Но как он сочинял, вы послушайте просто музыку, и многие вещи в голове перевернутся, в душе перевернутся. И в том числе не понимая, как это вообще можно писать, как так слышать можно. И вот, но это ребята, извиняюсь, ребята, говорю, это сенсеи, которые, батыры, которые могли это делать. И вот они тебя, на них смотришь, читаешь про их жизнь, слушаешь их музыку и думаешь, елки-палки, сколько тебе еще работать. Иди, Иркан, вставай, работай, делай, иди на свой путь. Поэтому я это говорю каждый день себе, и с этим тоже, да, там мы же все, у нас разные моменты бывают, up and down. Поэтому, ну, я хотел бы тоже, в том числе и вам, как-то посоветовать, что это хороший путь встать на путь мастера любого направления, своего дела, вот у вас есть свои компании, пусть это будет хорошая компания мастеров, это будет команда мастеров, чтобы у вас мастера работали своего дела в ваших компаниях. Тогда вы будете как Ман-Сити, да, выигрывать треклы, то есть выигрывать все возможные соревнования, потому что Ман-Сити это команда мастеров, что Пеп Гвардиола, там, Хачидан, наверное, уже,
что его игроки, каждый из них уникальный мастер своего дела там, на своем фланге или там, в своей позиции. И вот все вместе, это команда мастеров, так и вот, если, конечно, и вот этот путь мастерства, он, конечно, долгий, муторный, трансформационный, как сейчас говорят, да, но это действительно очень тяжелый, это очень такое, очень ментально это не просто, психологически это тяжело, да, то есть, но с другой стороны у вас одна жизнь, и вы герой этой жизни, хотите вы этого, не хотите. Можете стать свидетелем, конечно, наблюдателем, но на самом деле вы герой этой жизни, поэтому, а там либо ты идешь быть мастером, либо куда. Я вот, честно говоря, сам не понимаю, потому что я встал на путь кенда, и когда это определился, я понял, надо идти, а там не был сабу, ладно, пройдем, будем пробовать, тренироваться, что-то не понимаем, пойдем к сенсеям, будем еще раз искать, будем думать, рефлексировать, и это будет процесс постоянный, и он очень тяжелый, потому что вот я вам дам историю из жизни, у меня есть еще, я приезжал к сенсею в Лиль, во Франции, у них лучшая школа во Франции по кендо, и Лиль один из крупных центров, и там Жером сенсей, 7-й дан, и он рассказал свою историю, что он 10 лет сдавал экзамен на 6-й дан, 10 лет, 13 попыток. И он врач в жизни, он очень высокопрофессиональный врач, такой известный в Лиле. Не мог сдать. И ему пришлось отрефлексировать и переработать все свое кендо. У него была спортивная кендо для спорта, для таких игр, а он должен был вернуться к фундаментальному кендо. И вот ему пришлось 10 лет полностью себя трансформировать от физической работы, да, как двигаться там, до ментально-психологической. И когда он это сделал, и только тогда он сдал экзамен, полностью как бы переродился, он сдал экзамен на 6-й дан, а потом с первого раза сдал экзамен на 7-й дан. То есть вот это и есть. А сейчас у него фантастическая кендо, он очень хороший сенсей. Но какой путь он прошел, понимаешь. И дальше можно слайд. Да, в Японии говорят, да, там, что 1000 путей идут на вершину Фудзи. Они любят эту гору, вот она стоит красивая. Но надо идти, у всех 1000 путей. Иди по любой тропе, но главное иди на вершину. А у нас, я бы сказал, следующий слайд, наверное, все узнали эту гору, да, которая важна и для киргизов, и для казахов. Да. Мы ее делим между собой. Да, это наш Хантенгри пик. Поэтому и вокруг него еще много пиков, то есть в казахском варианте, это, наверное, да, каждый должен найти свой путь на Хантенгри, но надо идти, тем более название Хантенгри, да, Тенре, Бог. Интересная такая ассоциация, для меня она очень нравится, я же казах, поэтому мне нравится, что 1000 путей ведут на Хантенгри, найди свой путь, начиная со степи, здесь еще такая красивая фотография, такая очень понравилась, степь, все этот вид, это очень такая фантастика. Поэтому хотел поблагодарить за это время. И идите на своем пути, найдите, будьте мастерами своей жизни, она у вас есть, получайте, двигайтесь, тренируйтесь. И, конечно, я должен сделать свой заншин сегодня, раз я оделся в форму и вышел к вам. И рассказал что-то про кендо, что-то про другие вещи. Я не могу так закончить, это было бы неправильно для кендоки, поэтому мы вам покажем немножко боя кендо. Чтобы вы хоть что-то услышали, что-то увидите. И как-то для себя уже уедете с Шамала, вы приехали так далеко, потратили деньги, ресурсы, время, чтобы у вас что-то, какая-то своя картинка сложилась. Вам будет это интересно, надеюсь, и что-то вы из этого тоже увидите. Но я технически вам расскажу, что вначале, мы уже сейчас ветер, уже там холодные стоим, вот это Мирас Сенсей, мой партнер. И мы сделаем небольшую разминку друг на друге, называется кирикееши. Ну, это быстро. А потом у нас начнется бой. Ну, вы уже дальше все сами посмотрите. Друзья, здесь должны быть громкие аплодисменты. Давай. Это уже выглядит эпично.
Итак, дорогие дамы и господа, два воина уже готовы. Дайте громкие аплодисменты, овации. Еркин, прекрасно выглядите. Просьба включить свет, если это возможно, чтобы всем все было видно. Друзья, громче аплодисменты!
Еще громче овации, дорогие дамы и господа. Можно прям хорошенько поаплодировать.